Всем привет! Сегодня вторая часть про доработку нашей магнитолы. В этом видео я расскажу, что я немного изменил то, что сделал в предыдущем видео. Конкретно что? Смотрите. Ну, первое. Помните, да? Я на 6-ю и 20-ю ноги кидал проводки. Ну, 6-ю и 20-ю ножки, микросхема имеется в виду. Провода от питания, да, чтобы она у нас на низах, на верхах, в пике громкости не проваливалась. Что я подумал? Ну, во-первых, я подпаивался, если вы помните, прямо к разъему, вот здесь он был, я находился и кидал на 6-ю и 20-ю ноги. Но, как мы знаем, да, вы, наверное, помните, у нас, во-первых, после разъема есть предохранитель. Также на плате стоит дроссель в цепи питания микросхемы. И я немножко решил сделать по-другому. Я провода эти перепаял с разъема питания 12 вольт на плюсовой контакт вот этого нашего конденсатора на 10 тысяч микрофарад. Помните, который я менял. Почему? Ну, во-первых, конденсатор стоит после предохранителя, то есть, соответственно, будет защита. Во-вторых, и скорее всего, дорожками я не смог найти, но возможно и после дросселя. Ну, не суть. Даже если и до дросселя, это не особо сыграет роли. Те дорожки, которые будут идти от разъема к конденсатору, особой роли будут не играть, потому что зарядиться он все равно успеет. На пике, ну, допустим, повышенная громкость, когда необходим будет максимальный пик для микросхемы, он будет разряжаться по нашим вот этим проводам. То есть не должно быть просадки. То есть то же самое, что и здесь, только минуя схему с предохранителями и, возможно, дросселем. То есть вот, ну, плюсовой контакт конденсатора припаял. Это первое, что я сделал. Второе. Как мы помним, я вам показывал, что у меня внутри был термодатчик выключения типа КСД 9700, да? Помните, он был здесь внутри, вот там. И выпуски были, отсюда шли выпуски на вентилятор. Я немножко видоизменил эту схему. Во-первых, я поменял вместо КСД 9700 вот такой вот термовыключатель КСД 01F. Он открытый, нормально открытый, с температурой срабатывания 60 градусов на замыкание. Во-первых, ну, я, скажем так, почитал, вроде как вот такой термодатчик, он получше, чем тот, он выполнен в другом форм-факторе. В принципе, он даже, видите, его можно крепить и на болтик, для саморезик, либо на болтик, на какой-то радиатор. Ну, я его тоже поставил на термоклей и поставил я его снаружи. То есть мы все помним, вот помните, я пластинку загонял. Получалось, что если снутри делать, он с той стороны стоял. Понятно, что радиатор нагревается, но основная зона нагрева от микросхемы, она с этой стороны. То есть вот эта вот зона самая нагреваемая вот, в таком импровизированном радиаторе, который является крышка наша. Поэтому я приклеил его термоклей с этой стороны. Ну, во-первых, второе, что меня побудило сделать, что в случае там перегорит или еще что-то, его легко демонтировать. Не надо будет разбирать опять плату, опять вытаскивать все вот эти термоклей, загонять, термопасту. Ну, то есть меньше мороки будет с разбором. Ну, и третье, что я хочу сделать, ну, вот, соответственно, вентилятор как и остался. Третье, ну, не последнее, что я хотел сделать. Да, как мы помним, я вам объяснял, что у меня радио на комбо-чипе, вот там он стоит с той стороны, да. Вот зона радио, которая со своим чипом работала, но его, соответственно, нету, комбо-чип. Но прием, кстати, вот антенна GPS, вот антенна радио. Как вот смотрим на эту зону,
хоть и нет самой микросхемы, какая-то обвязка микросхемы есть. Ну, есть варианты, скажем так, поставить, когда есть микросхема родная, радио, ставит экран. Здесь как бы экран вроде как роли не играет, но читал я на том же 4PDA, что люди ставят экран, помехи, ну, по крайней мере, от зарядки телефона, каких-то ближайших помех пропадают. Поэтому я решил тоже, ну, тем более, что у меня лежит пока на столе, решил лишний раз, чтобы потом не залезать, сделал такой импровизированный экранчик, нашел кусочек жести, и вот на эту зону я его вот так вот припаяю. Ну, по крайней мере, хуже вряд ли будет. Может, какие-то помехи и будет убирать. Может быть, даже и прием, скажем так. Может, даже улучшится прием. Я, конечно, не знаю. Я в движении еще не ездил. Как мы знаем, я еще не ставил магнитолу на машину. Может быть, и так по умолчанию хороший прием был бы. Но я решил, пока магнитола на столе, припаять экранчик на это место. Ну вот. Установил я экран. Так вот, припаял. По краям прихватил. По земле. Так, ну вроде как в 4 местах прихвачено, так что со всех сторон, если будет наводки идти, они будут на землю уходить. Можно было просто экран, да, соединялся с землей. Но для того, чтобы держался хорошо, лучше сделать в нескольких местах. Дополнительно вот изоленту. Вот я зачастую смотри приклеил, мало ли что, ну, чтобы не коротило. И сверху сейчас тоже наклею изоленту тоже. Вот я поставил, все соединил, прикрутил. Так, что я хочу еще показать. Вот такую вот монтажную платку, на которой я распаял два контроллера. Первый контроллер — это выключатель магнитолы, ухода в сон. Вот я его сделал по такой схемке. Почему я сделал? У меня при повороте ключа зажигания, при повороте стартера, когда включаю стартер, пропадает сигнал по АСС. Это и с родной магнитолой так было, то есть гасли потребители родной магнитолы. То есть пропадает сигнал по АСС, и магнитола уходит в сон. Ну, там ненадолго, на секунду-две, потом опять включается. Но как бы решил, что это не совсем хорошо, лишнее выключение экрана. Решил сделать вот такую вот задержку зажигания. То есть, ну, принцип действия какой? Здесь по АСС стоит диод. Ну, честно говоря, можно любой поставить. Главное, не маломощный. Там, поставьте там ватт хотя бы, вольт на 25 хотя бы, да, чтобы он был. То есть, совсем не на маленькое количество напряжения. Стоит диод, который вставлен в разрыве провода АСС. Да, вот у нас разъем ГУ. А от этого провода также отходит провод, где повешен у меня резистор на 5 кОм и конденсатор на 470 микрофарад. Ну, на 25 вольт я взял. А для чего это сделано? При включении зажигания идет напряжение по проводу АСС, конденсатор заряжается. 470 заряжается довольно быстро. Как пропадает сигнал по АСС, конденсатор начинает разряжаться, и магнитола ваша не сразу уходит в сон. Вот эти параметры, которые я подобрал, то есть 5 кОм и 470, у меня при таких параметрах где-то происходит отключение магнитолы, ну, где-то секунд через 40. Ну, я посчитал, что достаточно. То есть, если там 1000, например, поставить, там она и минуту может не отключаться, а там и больше, вообще там чуть ли не 5 минут может работать еще. Но мне этого не надо было. Резистор для чего это нужно? Для того, что в момент заряда конденсатора, понятно, что он хоть и маленький, на 470 микрофарад, но все равно заряжается это какое-то время. Как мы знаем, конденсатор разряженный, когда происходит в момент заряда, идет по нему ток, он в режиме короткого замыкания работает.
То есть, ну, как короткое замыкание на землю. У меня, например, при режиме проверки магнитолы на столе от компьютерного блока питания, без резистора у меня уходил блок питания в защиту. Соответственно, вы ставите резистор. Ну и понятно, что если поставите резистор большей нагрузки, здесь хоть по сигналу СС магнитола и потребляет там порядка 10 миллиампер, не больше, а то и меньше. По-моему, 5 даже. Все равно, если вы поставите больше резистор, да, то, соответственно, ток еще меньше упадет, ну, при разряде конденсатора. Соответственно, она будет меньше выключаться. То есть можете оставить 470 микрофарад, поставить там на 40 килоом, да, у вас она может через 10 секунд уйдет в сон. Ну, я вот с такими параметрами меня устроила. И вторую, какую я решил сделать схемку, это вот такая вот схемка на полевом транзисторе. Почему меня побудило сделать, я решил сделать эту схему? Почему меня это побудило? Как вы помните, у меня вентилятор, когда стоял термодатчик внутри, провода входили, подключались к разъему АСС прямо сюда. Как я уже сказал, по разъему АСС питание магнитолы там не больше 5-10 миллиампер. Честно говоря, это сигнальный провод. Я так подумал и решил, все-таки хоть и потребляет вентилятор не так много, там порядка, наверное, максимум 100 миллиампер, все равно не хочу вешать на сигнальный провод. И я решил его подвесить на 12 вольт и сделать развязку сначала. Хотел сделать с помощью релюхи, даже вот я такой купил. Вот такая вот релюшка у меня вот куплена. Ну, стандартная, там часто в машинах применяют. Небольшие, конечно, поменьше, да, вот там в режиме постоянного тока. 10 ампер выдерживала. Но посчитал, что все-таки реле это как-то топорно слишком, большевато. И решил сделать схемку на полевом транзисторе. Благо нашел я в своих закромах, что-то распаивал, нашел полевой транзистор. Даже сейчас покажу его номинал. Вот, видно его там. Ну, не суть какой. Главное, чтобы он был немаломощный полевой транзистор. А как мы знаем, полевые транзисторы работают в режиме ключа при подаче напряжения на затвор, в отличие от тех же биполярных. Ну, вот у меня он оказался с N-каналом, поэтому я схемку собрал вот такую. Да. Если у вас будет с P-каналом, то, соответственно, нагрузка вот, вентилятор у вас будет идти в разрыве Земли. То есть, как я уже сказал, при подаче напряжения на затвор ток свободно протекает. Ну, вот в этом конкретно в N-канальном транзисторе, да, от стока к истоку. Соответственно, вот такая вот схемка родилась. То есть на 12 вольт стандартный желтый провод. Вот видите, я сейчас покажу, как я нас спаял. На желтый провод идет на питание вентилятора. Минусовой провод вентилятора идет через термодатчик в разрыв и идет на ножку сток. Но стандартная нумерация обычно у них вот так идет. 1, 2, 3 по порядку идут. Ну вот идет на ножку стока. А третья ножка и сток идет на землю. То есть при подаче сигнала на линию АСС, то есть вы включили зажигание, транзистор срабатывает как ключ и переход открыт. То есть эта линия получается запитана и ждет только сигнала с термодатчика. При срабатывании термодатчика он замыкает систему и вентилятор начинает работать. Это мне показалось поинтереснее все-таки и, скажем так, покрасивее даже, наверное, чем с большим, разница, да, релюха, плюс там контакты, щелчки, транзистор работает гораздо более цивильно, так скажем, и тихо, да, и мне показалось более элегантно. Вот такая вот схемка у меня получилась. То есть я вот на такой вот распаечной платке сделал такую схемочку. Что по этой схеме мы видим? Да, вот у нас стоит диод, да, вот если смотрим, вот диод стоит,
вот этот. Дальше идет резистор, конденсатор, но это с обратной стороны покажу. Вот на диод подается вот провод АСС. Видите, я его разрезал пополам, вот на диод подался один контакт провода. После него у меня идет разъем головного устройства вот сюда. А здесь на него у меня припаян резистор на 5 килоом. Вот он. На резистор, после резистора конденсатор стоит. И конденсатор, естественно, на землю. Ну и тут же я поставил вот наш транзистор. Распаял, вот у него. К нему же вот ножка 1. Вот они так нумеруются. 1, 2, 3. Затвор, сток и сток. Вот на первую ножку. Вот, если видим, да, проводочком сделан. Вот этот диод пошел, а вот первая ножка транзистора. Вторая ножка транзистора сток идет на вот этот разъем. Это разъем вентилятора, сейчас покажу. А третья нога также вот через конденсатор, ну, идет на землю. И пошла в разъем. И что я сделал? Поставил вот такой вот разъемчик. Видите, здесь желтый провод. То есть плюс 12 вольт. Я его так посадил на стандартный. То есть плюс подходит к разъему, а минус, как я уже показал, идет от стока транзистора. И, соответственно, в вентиляторе у меня вот такой вот разъемчик. Нашел где-то какие-то провода у меня были. То есть я его, естественно, включаю в этот разъем. Ну, во-первых, получается схема съемная. Да, то есть, как я уже сказал, вытащив сюда терморезистор, эти провода вытащив, да, отсюда распитав, схема была бы не съемная. То есть я разъем бы отключил, а провод бы был запаян на постоянку. А я решил сделать с разъемом. То есть теперь разъем вентилятора вытащил отсюда, и можно снять вот этот вот разъем. Ну вот, как видите, вот такая вот получилась схемочка. Ну, довольно небольшая по размерам, вот, наверное, сантиметров 5, наверное, на 5, на 6. Сейчас это надо будет только заизолировать. Я изолентой замотаю, подключим вентилятор. И вот наша рабочая конструкция. Она работает. Я проверял, запускал, как я уже сказал, 45 секунд отработки. Задержки выключения. Вентилятор тоже срабатывает, то есть термодатчик где-то в районе 60 градусов так и включается. Выключается он, если не происходит нагрев дальше, например, нагрузка, нагрев микросхемы пропала. Ну, я и проверял, естественно, в режиме на воздухе. Так вот, в режиме на воздухе, если подал температуру, он включился, потом сразу температуру сняли, выключается он примерно где-то, наверное, секунд через 15-20. Вот что я хотел вам сейчас показать. Это вот такие вот мои, скажем так, доработки. Вторые доработки. Первые я показывал. Это вот вторые. Кстати, вот задержку питания я решил сделать по похожей схеме и на регистраторе. Потому что он тоже самое отключается у меня при включении стартера. Вот все, что я хотел вам показать. Вот еще раз. Кто хочет, может повторить. Схемки. Ну, в интернете найдете. Их достаточно. Всем счастливо. Спасибо за просмотр. До свидания.